17 августа 1977 года в штате Огайо произошло событие, которое навсегда вошло в историю астрономии. Радиотелескоп со символичным названием «Большое ухо» принимал сигналы из космоса, когда неожиданно на бумажной распечатке появился импульс необычайной мощности. Астроном Джерри Эхман, просматривая данные, не поверил своим глазам и обвел этот участок красной ручкой, подписав рядом всего одно слово «Вау». Так родилось название самого известного и до сих пор необъясненного радиосигнала во Вселенной. Сигнал длился около 72 секунд и имел четко выраженную структуру. Его частота совпадала с излучением водорода, самой распространенной субстанции во Вселенной. Именно эту частоту ученые давно считали универсальным каналом для возможной связи между цивилизациями. Многие исследователи заговорили о том, что это может быть не случайность, а осознанное послание. Но все попытки повторить наблюдение окончились ничем. Сигнал «Вау» больше никогда не появлялся. За десятилетия было выдвинуто множество гипотез, от отраженного земного сигнала до прохождения кометы. Но ни одно объяснение не получило общепринятого признания. Для многих он остается возможным первым приветствием от иной цивилизации, случайно пойманным человеком. Однако «Вау» оказался не исключением. Вселенная приготовила еще более странные и мощные радиопослания, которые начали открываться лишь через десятилетия. В начале 2000-х годов астроном Дункан Лоример и его коллеги анализировали данные австралийского радиотелескопа Паркса. Они искали пульсары, но нашли нечто гораздо более загадочное. Среди записей всплыл мощнейший импульс, длящийся всего несколько миллисекунд. Его энергия была настолько колоссальной, что источник должен был находиться далеко за пределами нашей галактики. Этот сигнал вошел в историю как первый зафиксированный быстрый радиовсплеск, ФРБ. Он был настолько силен, что за долю секунды излучил энергию, сопоставимую с месячным излучением нашего Солнца. И все это произошло в один миг. Самое удивительное, сигнал оказался одиночным. Его больше никогда не удавалось уловить. Ни повторов, ни закономерностей, только одна яркая вспышка из глубин космоса. Это заставило ученых пересмотреть взгляды на то, насколько динамичной и непредсказуемой может быть Вселенная. Так началась целая новая эпоха в астрономии, охота за таинственными быстрыми радиовсплесками. Но вскоре стало ясно, что космос может быть еще более настойчивым и загадочным. Когда Лоример открыл первый ФРБ, ученые решили, что такие сигналы объясняются катастрофическими событиями, слиянием нейтронных звезд или коллапсом массивных объектов. Ведь после такого источник должен исчезнуть. Но в 2015 году канадские исследователи поймали сигнал, который сломал все эти представления. Впервые в истории был обнаружен повторяющийся быстрый радиовсплеск. Один и тот же источник посылал импульсы снова и снова, иногда с интервалом в дни или недели. Это означало, что его нельзя объяснить катастрофическим явлением. Объект продолжал существовать. Эта находка стала настоящей сенсацией. Впервые космос показал, что такие сигналы могут быть стабильным процессом, а не случайными вспышками. Но какой процесс мог порождать такие мощные и короткие импульсы? Одни ученые предположили магнитары, другие — экзотические модели звезд, третьи намекали на возможный искусственный источник. Загадка углубилась еще сильнее, когда оказалось, что некоторые сигналы подчиняются строгому ритму, словно им управляет невидимый механизм. В начале 20-х годов ученые зафиксировали удивительное открытие. Один из повторяющихся ФРБ оказался не хаотичным, а строго периодическим. Он появлялся каждые 16 дней, словно по расписанию. Эта закономерность поразила астрономов. Природные процессы редко демонстрируют столь четкую цикличность. Одни объясняли ее тем, что источник может вращаться вокруг другой массивной звезды или черной дыры. Другие предположили, что это результат сложного магнитного поля. Но звучали и более смелые версии, что такой порядок может быть искусственным. Для широкой публики новость о космическом сигнале по расписанию стала настоящей сенсацией. Впервые радиопослание из глубин Вселенной выглядело как осмысленный ритм, а не случайный шум. Но и здесь однозначного ответа нет. И все это лишь усилило интерес к следующим находкам, ведь удалось локализовать источник некоторых сигналов и узнать, откуда именно они приходят. Одно из самых громких открытий в исследовании ФРБ произошло, когда ученым удалось точно определить источник одного из мощных повторяющихся сигналов. Он пришел из маленькой карликовой галактики, находящейся на расстоянии более 3 миллиардов световых лет от Земли. Эта находка стала настоящим вызовом. Карликовые галактики обычно не обладают условиями для рождения таких мощных радиосигналов. Но именно оттуда пришло послание невероятной силы. Это заставило пересмотреть многие модели эволюции космоса. Ученые предположили, что там может существовать
называть магнитор — нейтронная звезда с аномально сильным магнитным полем. Другие версии включали активные ядра или даже процессы, которые пока неизвестны современной науке. Для многих исследователей это стало доказательством того, что быстрые радиовсплески могут возникать в самых неожиданных уголках Вселенной. Но настоящая сенсация разразилась позже, когда впервые такие же всплески были обнаружены в пределах нашей собственной галактики. До недавнего времени быстрые радиовсплески казались чем-то далеким и чуждым, приходящим из других галактик. Но весной 2020 года все изменилось. Астрономы впервые зафиксировали ФРБ, источник которого находился прямо внутри нашей галактики Млечный Путь. Этот сигнал исходил от магнетора, нейтронной звезды с крайне мощным магнитным полем. Он был зарегистрирован сразу несколькими телескопами по всему миру и подтвердил то, о чем многие догадывались. По крайней мере, часть быстрых радиовсплесков связана с активностью магнитаров. Но и здесь все оказалось не так просто. Сигнал был необычайно сильным и при этом показал черты, не характерные для магнитаров. Ученые заговорили о том, что мы лишь краем глаза видим более сложный процесс, скрытый от нас. Факт того, что ФРБ существует и внутри нашей галактики, сделал загадку ближе и одновременно острее. Ведь если такие сигналы возможны здесь, то, возможно, мы сможем изучить их детально. Но даже новые данные не развеяли туман неизвестности, а, напротив, подкинули еще больше вопросов. И уже вскоре один из сигналов удивил своей странной формой, будто состоял из двух последовательных посланий. Большинство быстрых радиовсплесков представляют собой одиночный импульс, но астрономы столкнулись с феноменом, который разрушил привычные представления. Был зафиксирован сигнал, состоящий из двух последовательных вспышек, идущих с крошечной разницей во времени. Этот двойной удар вызвал бурю споров. Как природа могла создать настолько скоординированное явление? Одни ученые предположили, что это два отдельных события, случайно совпавших. Но статистика показала, что вероятность такого совпадения крайне мала. Другие считали, что мы наблюдаем работу необычного космического механизма, способного генерировать серии импульсов. Для широкой публики этот сигнал стал звучать почти мистически, словно кто-то передавал сообщение в два этапа. Конечно, научные объяснения гораздо прозаичнее: сложные взаимодействия магнитных полей, нестабильные процессы в недрах нейтронных звезд. Но даже такие версии не объясняют всей картины. И если одиночные и двойные сигналы еще можно было как-то вписать в привычные модели, то другое открытие снова нарушило все правила. Ведь появились импульсы, которые не только повторялись, но и подчинялись странной структуре. На протяжении многих лет астрономы сталкивались с загадочными сигналами, которые поначалу считались космическими. Их называли перитонами. Эти импульсы имели удивительное сходство с быстрыми радиовсплесками, те же миллисекундные вспышки, та же необычная сила. Но с ними было что-то не так. Перитоны фиксировались слишком часто и в слишком разных направлениях. Это ставило исследователей в тупик. Одни думали, что это редкий атмосферный феномен, другие, что это отражение земных сигналов. Загадка держалась десятилетиями. И лишь через много лет выяснилось, что большинство перитонов связано с микроволновыми печами в здании обсерватории. Когда кто-то открывал дверцу во время работы, прибор излучал короткий всплеск, который телескоп принимал за космический сигнал. Хотя разгадка оказалась прозаичной, история с перитонами показала важную деталь: насколько легко даже опытных ученых может обмануть собственная аппаратура. Но главное, она дала возможность отточить методы поиска и фильтрации сигналов, что позже помогло в настоящих открытиях. И все же далеко не все загадки удалось списать на бытовые приборы. В Австралии был пойман сигнал, который остается таинственным до сих пор. Радиотелескоп Паркса в Австралии стал одним из главных охотников за быстрыми радиовсплесками. Именно там в разные годы фиксировали странные сигналы, которые до сих пор вызывают вопросы. Один из них отличался особой мощностью и необычной структурой. По всем признакам он напоминал ФРБ, но его характеристики не вписывались в привычные модели. Ученые долго спорили, это реальный сигнал из космоса или очередная ошибка аппаратуры. В отличие от перитонов, этот импульс не удалось связать с земными источниками. Его происхождение остается загадкой. Более того, именно такие спорные наблюдения подталкивали исследователей к развитию новых методов анализа и к пониманию того, что космос гораздо сложнее и разнообразнее, чем мы привыкли думать. Паркс-сигнал стал частью длинного ряда таинственных наблюдений, каждая из которых открывала новые горизонты. Но особенно тревожным оказался источник радиоволн, исходящих из самого сердца нашей галактики.
Ученые давно изучают радиосигналы, исходящие из центра нашей галактики, но иногда среди привычного шума и пульсаров там всплывают импульсы, которые не удается объяснить стандартными моделями. Один из таких источников был открыт недавно. Он излучал мощные радиоволны, но при этом не имел характерных признаков ни пульсара, ни магнитара. Сигналы появлялись нерегулярно, иногда полностью исчезая на месяцы, а затем снова вспыхивая. Такая нестабильность привела к гипотезам о существовании нового типа астрономических объектов, которых мы еще не знаем. Возможно, это особая разновидность нейтронных звезд, а может, нечто более экзотическое. Для широкой аудитории такие открытия звучат как шепот из темного сердца космоса, место, где гравитация и энергия создают самые странные феномены. Но самое загадочное — это когда сигналы словно отражаются от невидимых барьеров, приходя к нам с задержкой. Одна из самых таинственных особенностей радионаблюдений — это сигналы, которые приходят к нам с задержкой, словно отразившись от невидимых барьеров. Такие феномены получили название космического эха. Астрономы фиксировали импульсы, которые сначала казались обычными быстрыми радиовсплесками, но затем повторялись спустя миллисекунды или даже секунды, будто кто-то нажал кнопку «повтор». Эти задержанные копии не имели земного происхождения, и ученые задумались, от чего же они отражаются. Были версии о плотных облаках плазмы, спрятанных в межгалактическом пространстве. Другие указывали на невидимые структуры в нашей галактике. Возможно, скопление газа или даже экзотические объекты вроде темной материи. Самое поразительное в том, что такие сигналы могут давать нам подсказки о невидимых слоях Вселенной, которые иначе невозможно исследовать. Но для широкой публики идея эха звучала мистически, словно где-то в космосе действительно есть кто-то или что-то, повторяющее наши сигналы. Это породило множество догадок о разумных источниках, хотя строгой науки в этом пока нет. И все же не только эхо, но и сами шумы, зафиксированные десятилетия назад, до сих пор остаются неразгаданными. В конце 20 века, в 70-е и 80-е, несколько обсерваторий фиксировали странные радиошумы, которые не вписывались ни в какие известные категории. Эти импульсы были слишком мощными для земного происхождения, но при этом слишком нестабильными для известных космических объектов. Некоторые сигналы напоминали пульсары, но сбивались с ритма. Другие выглядели как вспышки, но появлялись с неожиданными интервалами. Астрономы называли их аномалиями, поскольку объяснить их не удавалось. Со временем часть таких наблюдений списали на несовершенство техники, но далеко не все. Несколько зафиксированных серий до сих пор остаются необъяснимыми. Более того, они предвосхитили открытие быстрых радиовсплесков, показав, что еще десятилетия назад человечество уже сталкивалось с подобными феноменами, просто не имело достаточной техники для их понимания. Эти забытые шумы напоминают нам, возможно, многие загадки уже давно были перед глазами, но мы не сумели их разгадать. Только сейчас, с новыми технологиями, мы начинаем понимать масштаб той картины, в которой живем. И вот тут возникает главный вопрос. Если все это действительно лишь природные явления, почему они так похожи на сигналы, за которыми может стоять разум? Сегодня быстрые радиовсплески и загадочные радиосигналы остаются одной из самых горячих тем астрофизики. У нас есть сотни зарегистрированных импульсов, десятки повторяющихся источников и даже примеры сигналов с четким ритмом. Но окончательного ответа нет. Самая популярная гипотеза говорит о магнитарах, нейтронных звездах с невероятно сильным магнитным полем. Они способны генерировать короткие мощные импульсы. Но далеко не все наблюдения укладываются в эту модель. Другие версии включают активные ядра галактик, взаимодействие черных дыр или даже новые, неизвестные нам типы объектов. Есть и смелые гипотезы. Некоторые ученые осторожно предполагают, что повторяющиеся и ритмичные сигналы могут быть продуктом искусственных технологий, своего рода маяками или коммуникационными системами другой цивилизации. Пока это лишь домыслы, но факт остается фактом. Мы фиксируем послания из космоса, природу которых до конца не понимаем. И именно эта неопределенность делает тему еще более захватывающей. Мы живем в эпоху, когда каждое новое наблюдение может перевернуть представление о Вселенной. Может оказаться, что все это необычные свойства звезд. А может, первый шепот чужого разума, который мы пока едва различаем сквозь шум космоса.